Я же сказал, что никого не трону. Но ты сейчас реально нарываешься. Дейл, бери сумку. Валим отсюда. Господи, я думала, он тебя убьет. Я тоже. Аж ноги трясутся. Винс, с ними нельзя вступать в конфронтацию. Я понимаю, почему ты это сделал, но не надо так. Мало ли, куда бы они тебя увезли. Я должен защищать тебя и Зои. Должен, понимаешь? Храбрым быть хорошо, мертвым быть плохо, понятно? Да, понятно. Пап, тебя поранили? Не бойся, все хорошо. Через 2 дня мы будем в Сент-Луисе и забудем обо всем, что тут. Ребят, поздно, мы не успели. Черт! Это Данте. Он нас вытащит. Я бы на него особо не рассчитывал. Говорит шериф Ромеро, округ Турок. Вы и так это знаете, сучьи дети. Хорошая новость. В Аризоне ограбление, преступление 3-го класса. Можно отделаться предупреждением. Плохая новость. Вы додумались ограбить мой дом, когда там была моя жена. Джей, следи за задним ходом. Надеюсь, вам хватит мозгов сейчас спокойно выйти и сдаться. Телефон не отключайте. Я скоро позвоню и обсудим все условия. Говорить мы не будем. Да? Это ты их как-то вызвала? Я набрала и не стала вешать трубку. Отсюда нас быстро достанут. Лучше рискнуть, как собирались. Берем одного заложника и валим. Черный ход заперт. Там они не пройдут. Тайлер, слушай, может, просто выйдем уже к ним и все? Лучше молчи. Ромеро долго ждать не станет. А здешние копы ни на что не годятся. Так что нам лучше пока пересидеть. Кто-нибудь ответит? Полицейские вас поймают и в тюрьму посадят. Сейчас допросишься, сама в угол сядешь. Эй! А ну не смей так говорить с моей внучкой! Ей всего 6 лет. Нашел с кем связаться. Да, нашел с кем связаться. Хватит! Кто раскроет рот, того посажу в кабинет. Там есть еще один телефон. Если потихоньку свяжетесь с Данте... Никого в кабинете ты не запрешь. А ты поверь мне на слово. Без обид. Но, по-моему, ты просто трепло. Ну все, хватит. В кабинет. Нет, не надо. Он будет молчать. Мишель, все хорошо. Нет, нехорошо. Ничего тут нехорошо. Знаете, вас обоих надо запереть, чтоб подумали. Джей, не подпускай никого к телефону. Сидите тихо, не заставляйте меня сюда возвращаться. Ты зачем это сделал? Тут еще один телефон. Если шериф опять позвонит... Молодец. Руки освободить можешь? Не могу. Слишком туго. Так, ладно. Что делать будем? Может, их перетерять? А может, просто ножницами? Или просто ножницами? Сможешь сбить подставку для ручек? Вот так. Сейчас упадет. Надо заглушить звук. Я покашляю. На счет 3. 1,
Если это копы, они будут звонить до упора. Ножницы достать сможешь? Быстрее, я подопру дверь. Я в мотеле «Сон в пустыне». Можно мне поговорить с шерифом лично? Это шериф Ромеро. С кем я говорю? Я Винсент Уокер. Мою семью держат в заложниках. Ладно, Винс, не спеши так. Я тебе помогу. Но сначала успокойся и выдохни, хорошо? У нас мало времени. Понял. Ну расскажи, что у вас там. Любые подробности. Джойс и Пол оба в порядке. Джойс баба крепкая. Я ей давно говорил, чтобы шла в полицию. А сын ее что? Он вроде к другу в гости ушел. Хорошо. Что еще? Все нормально. Говори. Со мной 6-летняя дочка, Зои. Она не пострадала, но насмотрелась уже достаточно. Бедный ребенок. Не волнуйся, мы ее вытащим. Ладно, понял. Эй! Они дверь заперли! Черт, Винс, они сейчас вломятся. Сюда ворвались трое. Молодые парни. Хозяйка сказала, это вроде братья Холт. Охренеть. Ну, это многое объясняет. Да? И что же? Долго рассказывать. Но сегодня это все кончится. Больше не могу говорить. Слушай, Винс, мы с этим делом разберемся и даже быстрее, чем ты думаешь. Сам только смотри в оба. Еще раз попробуешь с кем-то из них договориться, того поставлю у окна и застрелю. Убери своих от мотеля на 30 метров и больше не звони. Понял? Что ты им сказал? Ничего, не успел. Врешь, сука! Это правда. Он ничего не успел сказать. Чтоб вы знали, эти копы целиком и полностью подчиняются Данте. А Данте в гробу видал и нас, и вас. А ты нет? Да уж, тупо было вас тут от них оставлять. Отпусти! Больно! Ох, зря вы приехали в Турок. Итак, что тут у нас? 12 лет проработали бортмехаником, многого достигли. И тут внезапно 2 в больнице, 1 в морге, двигатель по всему ангару разлетелся, и все потому, что вы не закрутили гайку на ДС-10. Нет, я ни при чем. В компрессоре был бракованный диск. Авиакомпания хотела сэкономить. Я предупреждал, но... Доказательств у вас нет. Советую все-таки взять деньги и подписать. Сумма немалая. Это запрет на разглашение. Если я это подпишу, меня же к самолетам больше не подпустят. А компенсации не хватит даже жилье на год оплатить. Я просто хочу работать дальше. Мистер Уокер, при всем уважении напомню, что в любую авиакомпанию вам в любом случае путь заказан. Не надо этих глупостей. Берите ручку. А засуньте свою бумажку вместе с ручкой прямо в зад.
Ну ты смотри, остался еще порох-то. Черт! Алло, Извини, что отвлекаю, ты же там вещи складываешь. Я Зои из бассейна забрала, скоро приедем. У тебя нормально все? да, просто странный сон приснился. Как будто я у адвоката сижу. Сон? Спишь посреди дня? В смысле, ну, я тут сплю и вижу, как мы в Миссури заживем. Просто собери вещи и уберись, чтобы хозяин не придрался. Понимаю, из-за переезда мы все на нервах. Это важный шаг. Но я чувствую, что все сложится хорошо. К 7 будем дома. Привезу китайской еды. Зои! Все, давай. Ага, жду. Вот надо ж было уснуть. Короче, надо до 7 все собрать и привести в порядок, чтобы арендодатель не придрался. С чего начнем? Так. Представим, что это холодильная установка. И тогда... Нет. Тут явно инопланетные технологии. Блаженство. Райская прохлада. Исправный терморегулятор от Винса Уокера. Все, посуда готова. Так, хорошо, это готово. Что там еще по списку? Не все мечты сбываются, к сожалению. Ну что, осталось немного. Как будто жизнь по коробкам рассовывает. Кстати, когда мы сюда заехали, помнишь, испекли брауни на ужин? Может, и напоследок испечь? Нет, Винс, будь мужиком, держись подальше от шоколада. Папочка! Привет, тыковка. Ну что, как день прошел? Нормально. Мири мне адрес записала, но я все равно буду скучать. Да, я тебя понимаю, это для всех большие перемены. Как только приедем в Сент-Луис, сразу ей напишем. Так, ну все, мне надо маме помогать. Беги, переоденься в пижаму. А ты меня сегодня спать уложишь? Ясное дело. Ты у меня сегодня молодец, так что я взяла твое любимое. Креветочки. Кстати, из грузоперевозок не звонили? Нет?
О, ты все сделал. Отлично. А чего ты удивляешься? Грузоперевозки от Винса к вашим услугам. И, разумеется, мы всегда рады чаевым. Ну, это ты загнул. Ну, если не получу эту новую работу, и правда придется на подачке жить. Помнишь, что ты сказал, когда меня из налоговой уволили? Что, перед уходом набей сумочку канцелярии? Нет. Ты сказал, что от перемен больно, только если им противостоять. И ты был прав. Если бы меня тогда не уволили, я бы не окончила аспирантуру и не начала бы преподавать. Да, понимаю. Надо думать о хорошем. И поэтому я приготовил шоколадный пудинг. Та-дам! Неплохо. Умираю с голоду. Зоя уже поела, а у меня с утра времени не было. Ты пока ешь, а я ее спать уложу. Ну-ка, давай, пижаму наденем. Ну что, как настроение перед завтрашним днем? Рада, что переезжаем? Мне приснилось, что грузчики пришли за вещами и что они забрали лампу-звездочку. Я никогда не спала в темноте и испугалась. А знаешь что? Мне недавно тоже плохой сон приснился. Про то, что очень хочется забыть и не вспоминать. Тебе темнота приснилась? Нет, но сны снятся не просто так. Бывает, что они хотят нам что-то сказать. Как это? Например? Когда мы чего-то боимся, ну, темноты, например, воображение рисует жуткую картину. А потом восходит солнце, и мы понимаем, что бояться-то было и нечего. Пока опять не станет темно. Давай-ка засыпай, ладно? Люблю тебя до луны и обратно. Мне страшно, хочу к маме. О, хоть бы грузчики завтра приехали. Вот не могли написать и подтвердить, что будут. Уже улеглась? Мам! Иду, солнышко. Ну, наконец-то, наверное, грузчики. А что еще за Брюс? Почему везде темно? Свет вырубили. У нас тут часто перебои. Это не перебои, это шериф постарался. Дейл, следи. Ага. Надо отсюда выбираться. Не люблю темноту. Мне страшно. Включите свет. Джей, отведи девчонку наверх, и чтоб заткнулась. Не надо, это совершенно ни к чему. И проверь, чтоб окна были заперты. Иди уже. Через окно никак. Идем. Ты не бойся. Ты, генератор у вас есть? Наверняка есть. Ну, есть на заднем дворе, но он не рабочий. Здесь стол. Хотя, Заколка. может, через ручной Пригодится. переключатель получится. Ну так давай. Эй! Обалдеть, все-таки получилось. Что-нибудь видишь? Нет, слишком темно. Я нас-то почти не вижу. Поищи веревку. Этих надо связать. Эй, ты это слышал? Проверю заднюю дверь.
Зоя наверху. Она темноты боится. Все равно вас скоро возьмут. Ты же понимаешь. Заткнись, Джойс, я серьезно. Может, лучше рвануть через пустыню? Молчи пока. Зои, это я, тыковка. Это папа. Молчи, замри, не дыши. Нам надо сидеть очень тихо. Тихо. Это из коридора. Почему мы прячемся? Просто я не знаю, что еще делать. Не бойтесь, это я. Это Винс. Я захожу. Папа! Я ей ничего не сделал. Честно. Да, я тоже слышал. Зои, ты как тут? Пап, я больше не хочу тут сидеть. Ты сказал не бояться. Но мне все равно страшно. И мне тоже, тыковка. Все хорошо. Если хочешь, поплачь. Думаете, они решат вломиться? Я думаю, вряд ли. Скорее, просто на разведку пришли. Правда? Да. Не бойся. Мы выберемся отсюда так быстро, что даже свет включить не успеют. Хорошо? Все вместе? С мамой и дедушкой? Конечно. Мы их здесь не оставим. Ну как вы тут? Слава богу, ты ее привел. А где Холты? Вроде через заднюю дверь ушли. Надо выбираться отсюда. Дай мне руки. Ты в порядке? Да. А ты? Начали. Я напал! Не стреляйте, мы заложники! Оставайтесь на месте. Где преступники? Черт! Бегите к двери! Я прикрою! Санчес! О, Господи! Бежим, больше шансов не будет. Не успеем. Винс, надо бежать! Слишком опасно! Я в этой долбанной дыре помирать отказываюсь! Эй, что ты делаешь? Дедушка! Санчес ранен! Я знала, что это плохая идея. Саша, отступить!
раска... Еще одна такая ваша ошибка, и все отсюда поедут в мешках для трупов! Джим! Джим, слышишь меня? Черт. Так, ладно. Винс. Дедушка ранен? Не знаю, милая. Джим, ты как? Папа! Ему нужна помощь. Вызовите скорую. Вроде ничего страшного. Может, просто его ушиб? Да не просто. У него рак мозга. Если удар пришелся куда-то не туда... Да уж. Ну что, дед, как ты там? О, Господи. Это все я виноват. Вот втемяшилось же мне попытаться исправить свои прошлые ошибки. Ты как? В себя приходишь? Джим, ты как? Башка трещит. Эдди, в порядке? Кто? Все нормально, только минутку посижу. Осторожней. Ему надо врача. И как тебя так быстро поймали? Там копы, я не успел спрятаться. Повезло тебе, что у тебя есть брат. Дейл, попробуй переградить дверь на второй этаж. Ну? Нет, молчать. Теперь ты слушай. Пригони нам вертолет, иначе начну убивать заложников. Именно. И чтобы высадили в Мексике. Ничего себе. В Мексике-то зачем? Затем. Ребят, ну вы даете, конечно. С простым ограблением не справились. А теперь вам вертолет подавай. Давай без нотаций, да или нет. Попытаюсь. А сначала докажите, что вам можно верить. Выпустите кого-то одного. Не буду я ничего доказывать. Я понял. Вы люди практичные. И небось там уже с голоду помираете. Давайте так. Мы шлем еду, вы отпускаете одного заложника. Я иду выяснять насчет вертолета. По рукам. Пиццу тащи. И не из ларька здешнего, а Франкос. С овощами. Дай 20 минут. Ну что, хорошие новости. Один из вас свободен. Наконец-то грузовая компания отзвонилась. Завтра утром будут на месте. Наш последний калифорнийский закат. «13 лет назад я только и мечтала уехать из Сент-Луиса. До меня в семье никто не был в колледже. Мама смотрела на меня с такой гордостью, когда я уезжала учиться. Но знаешь что? Никогда не думала, что буду горда туда вернуться. Только вещи собирать слишком долго. А разве есть на свете что-то тяжелее переезда? Например, укладывать Зои спать? Да, это сложнее. В общем, это наша последняя ночь. И мы так давно с тобой не... Ну, в общем, может, устроим этому дому прощание?
Пусть звонят. Зои проснется. Алло? О, спасибо. Мне тоже нравилось с тобой работать. Ничего, вы и без меня прекрасно справитесь. Так, а можно я? Винс. Привет. Это Брюс? А можно Мишель к телефону? Ты и есть Брюс, да? Ну да, Брюс. И? Говорят, ты конфетки любишь. Винс, отдай телефон. Надо же, трубку бросил. Ты в мой телефон залез? Вы чего ругаетесь? Зои, а ты почему не спишь? Уснуть не могу. Пап, Что, дочка? мы ведь всегда вместе жить будем. Я, ты и мама. Конечно. Даже когда мы состаримся, и ты сама нас будешь спать укладывать. А этот твой Брюс, он кто? Ну, он читает лекции по макроэкономике. Мы вместе писали статью о финансовом кризисе в Эквадоре. Вот, собственно, и все. Ты никогда о нем не говорила? Говорила много раз. Ты просто не слушаешь, когда я о работе рассказываю. Я слушаю, просто не помню, чтобы ты о нем говорила. Давай обо всем этом забудем. Это ведь наш последний вечер здесь. Впереди несколько долгих дней. Здесь что-то не сходится. Ты в последнее время задерживалась допоздна. Ну, потому что я же увольняюсь. Надо оставить о себе хорошее впечатление. Ты на той неделе сказала, что будешь допоздна работу проверять. А потом от тебя пахло вином и духами какими-то. Винс, посмотри на меня. Да, у нас тяжелый период. Целый год уже. Но я тебе клянусь, между мной и Брюсом ничего не было. Пожалуйста, поверь мне. Я перегнул. Не знаю, что на меня нашло. Просто ты права. В этом году я многое потерял. И боюсь потерять еще и тебя. Понимаю. Все хорошо. Иди ко мне. Стой, не надо. Все нормально? Да, я просто устал. Столько возни с этим переездом. Ну, да. Лучше поспать. Завтра весь день в дороге. Спокойной ночи. Ага. Винс, твой отец меня беспокоит. Черепно-мозговая травма – это не шутка. А если еще и опухоль давит на мозг? Ну, как он? Плохо. Но просит отправить Зои. И он прав, Винс. Мы видели, на что они способны. Пожалуйста. Ее надо скорее уводить отсюда. Все,
с овощами у меня. Скоро остынут. Так что жду заложника. Вставай, старик. Сходишь прогуляться. Я не пойду. Пусть заберут Зои. Со мной нормально все. Мне плевать кого, но обеих не выпущу. Джим, у тебя травма головы, ты едешь на МРТ, это не обсуждается. Ну хватит. Не надо мне в больницу. Выведешь, заберешь пиццу и вернешься. Я за тобой слежу, Винс. Когда у меня шишка, мама всегда лед прикладывает. Ну и я приложу. Люблю тебя, внучка. Эй, смотри, ты потеряла. Ее зовут Сова. Сова? А ты знала, что совы хорошо видят в темноте? Так, все! Они выходят! Не двигайтесь! Из главного входа появились 2 заложника. Мужчины. Так, а где Зевс? Куда они тебе попали? По той самой стороне? В смысле? Ну, где опухоль? Господи, Винс. В общем, нет никакой опухоли. Тебе что, память отшибла? Год назад поставили диагноз. Опухоль в теменной доле. Не болен я. Я все придумал. Что? Просто где-то год назад умер мой лучший друг Тони. И тогда я вдруг остался один. Брата со мной давно нет. И больше у меня никого. Только ты. Ну, я и подумал, что хочу снова быть отцом. Хоть и понимал, что ты меня просто так на порог не пустишь. Нужно было как-то тебя убедить. Нет, не может такого быть. Скажи, что ты просто бредишь от сотрясения. И это чтобы мы взяли тебя к себе. Винс, не знаю, почему я тебя обманул и очень сожалею. Я всю жизнь всем врал. Уже даже сам этого не замечаю. Короче, все. Замолчи. Я и так всю жизнь надеялся, что ты не безнадежен. Сынок, прошу тебя. Просто так вышло. А побыстрее можно? Просто я испоганил все, что у меня было. Мой брак, здоровье. Я соврал, потому что хочу семью. Хочу, чтобы ты и Зоя были рядом. Если сегодня выживем, пожалуйста, дай мне еще один шанс. Ну, хорошо. Но это последний раз. Спасибо, Винс. Для меня это очень важно. Я лучше пойду, пока он меня не узнал. Что? Можно мне медика сюда? Я шериф Ромеро. А ты, я так понимаю, Винс. Где девочка? Внутри осталась. Отдай ему пиццу, пусть идет назад. Я понимаю, тебе тяжело, Винс. Но есть и хорошая новость. Какая? У нас там скоро будет свой человек. Удачи, дружище. Все будет нормально. Забирай, и чтобы без глупостей.
Эй, салфетки не забудь. Двусторонний пейджер. Буду на связи. Приятного аппетита. Эй, а вот и наш курьер. Долго шел, чаевых не будет. Ну надо же. Вроде коп, а слово сдержал. Лица — это фигня. А вот вертолет. Я понимаю, что ты этого не хотел, но Ромеро готов плясать под твою дудку. Серьезно? Надеюсь, так оно и есть. Я на этот мотель 10 лет копила. Эш только-только тут освоился. И что теперь? Как нам здесь дальше жить? Заново покрасим стены, стекла заменим. И будет все как новое. Вот увидишь. Плевать на стены. Я про то, что здесь случилось. Дедушку отправили к врачу? Да, милая, он уже у врача. Все будет хорошо. Странное дело. Кажется, он знает шерифа. Правда? Откуда? Он не сказал, но выглядело как будто... Что? Ну, у него все под контролем. Мне так кажется. Надеюсь, он справится. А то иначе... Хочешь совет? Не связывайся. Я ничего не говорил, но Данте мой двоюродный брат. И вся наша родня с самого начала знала, что на посту шерифа ему делать нечего. Чем ты занят? Деньги считаю. Джей, а ты чего не ешь? Не хочу. Я жду, когда все кончится, Тайлер. Скорее бы. Мы победим, и все закончится. Помни об этом и делай, что сказано. И давай-ка ты поешь. Эй, а с нами-то поделиться не хочешь? Нет, не хочу. Ты серьезно? Оглохла, что ли? Перебьетесь. Что, даже не поделитесь? У вас же 6 пиц. Да, это все нам. А ты отвали. Вот же ты сволочь. У Пола сахар пониженный. Ничего. Я из автомата что-нибудь возьму. А нам поесть дадут? Нет, я же сказал, что нет. Что непонятного? Эй, а давайте будем делать, что нам сказано. А ничего, что мы тут все есть хотим. Им нужны силы. Мы поедим, когда нас освободят. Порт, ты за нас так волнуешься. Вы отпустили человека? Это имеет значение? Да мало ли что там для тебя имеет значение. Что, выпендриваются? Нормально все. Черт, извини. Идиот.
Вытирай. Знаешь, в чем твоя проблема? Вот не можешь ты посидеть на жопе ровно. А если б не рыпался, мы бы уже давно свалили. Я об этом как-то не подумал. Ты главное не понимаешь. Не мы такие, жизнь такая. Да, нам нужны были деньги, но мы нормальные. Тайлер на все руки мастер. Джей у нас юный натуралист. Я как-то винный магазин ограбил, но... Вообще-то я в ближайшее время найду работу, и у меня уже, считай, девушка есть. Здесь нет. Только вот не знаю, посмотрит ли на меня Джессика после всего этого. Джессика, значит. И что, небось, классная? А вот это уже не твое собачье дело. Это никого не касается, и тебя в том числе. Так что даже имя ее произносить не смей. Эй, да я просто хотел, ну... Что, в друзья мне набиваешься? Нахер пошел. Ладно, приятного аппетита. Короче, с пиццей не вышло. Да, не больно-то и хотелось. Ну, что там с вертолетом? Будет. Я договорился. Сможете пересечь границу между Мехикали и Эль-Пасо. Но прежде чем подать его к подъезду, я хочу выяснить, почему вы решили грабить именно мой дом. Выходите сюда поговорить. На воздух. Или вертолета не будет. Что он мутит? Это какая-то западня? Возможно. Но пока придется ему подыграть. Ну давай, я пойду. Мне есть что ему сказать. Ну нет, я обещал матери тебя беречь. Не боись. Я сегодня буду большой мальчик. Имей в виду, если что, плохо будет заложником. Все будет нормально. Даю слово. Эй, курьер! Пошли, прогуляемся. Эй, скажи Данте, чтобы уже вытаскивал нас отсюда. А можно меня как-то не душить? Кто ж виноват, что у тебя шея толстая? Я выхожу! О, боже. Скорей бы уж куда-нибудь на пляж. Буду жрать тамали и текилу. Уже скоро. Главное, голову не теряй. Угу. Голову не теряй. Ага. Ты прям как Тайлер. Только вернись. Пожалуйста. Угадай, кто? Дейл Холт. Я думал, выйдет твой брат. И тут я. Сюрприз. Винс. Не думал, что так скоро увидимся. Да? Обнадежил. Раньше вы были обычной шпаной. Один раз тупая попытка грабежа, да так, крали по мелочи. Теперь вон что. Вот теперь вы действительно к славе пришли. Я тебе больше скажу, урод. Я тебе в лимонад нассал. Так, короче. Вы забрали то, что принадлежит мне. Ну да. Деньги твои. Я не про деньги. Мой черный блокнот. Где он? Ты о чем вообще? Хватит придуриваться! Еще шаг, и я ему башку отстрелю, я клянусь! Я же сказал, я понятия не имею, о чем ты. Ну как? Снайпер! Черт! Убейте его!
господи! На водонапорной башне! Снайпер! Походу, вертолет можно не ждать. Винс, Все хорошо. Я живой.